Друзья, кажется, китайские автопроизводители решили окончательно стереть грань между массовыми и премиальными автомобилями. И сегодня у нас как раз такой пример. Chery показала обновленный Tiggo 9, но сама компания настолько уверена в масштабе изменений, что называет его уже новым поколением модели. И знаете, на первый взгляд с этим сложно спорить. Кроссовер заметно преобразился внешне, получил совершенно новый салон с огромным двойным экраном и набор опций, которые еще недавно были привилегией автомобилей куда более дорогого класса. Но вопрос остается, действительно ли перед нами новый уровень для семейного кроссовера, или это просто удачный рестайлинг в красивой упаковке, ведь цены выглядят весьма заманчиво. В Китае новый Tiggo 9 уже доступен в 4 комплектациях с передним и полным приводом. Стоимость стартует примерно с $23 600, а за топовую полноприводную версию просят около 26 500. Давайте разбираться вместе. Сейчас подробно посмотрим на дизайн, технологии, интерьер и техническую часть новинки, чтобы понять, чем именно Chery собирается удивлять покупателей на этот раз. И главное, есть ли у него шансы стать одним из самых популярных бензиновых семейных кроссоверов в своем сегменте. Если помните, дорестайлинговый Tiggo 9 многие упрекали его в излишней помпезности. Автомобиль старался выглядеть максимально солидно, но иногда это даже казалось перебором. И, похоже, в Chery внимательно прислушались к мнению покупателей. Посмотрите на новый, как компания заявляет, Tiggo 9. Он стал заметно сдержаннее, элегантнее и, если хотите, более европейским по характеру. Самое заметное изменение спереди – это новая решетка радиатора. Она по-прежнему огромная и выглядит внушительно, но теперь здесь гораздо меньше хрома. Благодаря этому передняя часть смотрится не кричаще, а действительно дорого. Добавьте сюда новые L-образные дневные ходовые огни и увеличенные воздухозаборники, и перед нами уже совсем другой образ. Tiggo 9 словно повзрослел, стал более уверенным и статусным. Сбоку изменений немного, но одна интересная деталь все же появилась. На передних крыльях можно заметить дополнительные камеры. Это не просто дизайнерский элемент, они являются частью новой системы автономного вождения Falcon 500, то есть автомобиль становится не только красивее, но и умнее. А теперь давайте посмотрим на него сзади. Новая светодиодная оптика выглядит современнее и эффектнее, переработанный бампер получил двустороннюю выхлопную систему, а на крыше появился улучшенный аэродинамический спойлер. Обновленный Tiggo 9 стал чуть крупнее. Теперь его длина составляет 4853 мм, ширина 1930, а высота 1718. Если сравнивать с предшественником, кроссовер вытянулся на 33 мм и стал на 8 мм выше. При этом колесная база осталась прежней – 2820 мм. Отдельно стоит сказать про багажник. В обычной конфигурации он предлагает 738 литров полезного пространства, а если сложить сиденья, объем увеличивается до 2021 литра. Уже в стандартной комплектации кроссовер получает 20-дюймовые колесные диски, которые отлично подчеркивают статус модели. А дорожный просвет составляет 200 мм, а в полноприводной версии – 210. Но одна из самых интересных особенностей скрывается в подвеске. Уже с базовой версии здесь устанавливается адаптивная система CDC с электронным управлением жесткостью амортизаторов. Что касается массы автомобиля, то в зависимости от версии она составляет от 1754 до 1869 килограммов. Но если снаружи новенький Tiggo 9 кажется скорее эволюцией знакомого дизайна, то внутри нас ждет уже настоящая революция. И вот здесь китайцы действительно постарались удивить. От прежней архитектуры практически ничего не осталось. Кстати, семиместная версия теперь будет доступна только в одной переднеприводной комплектации, и за третий ряд в Китае придется доплатить около $740. А теперь приготовьтесь к главному вау-эффекту. Все внимание притягивает огромный 30-дюймовый сдвоенный дисплей. Причем это уже не просто комбинация приборки и мультимедийной системы, как было раньше. Приборная панель теперь расположена отдельно,
а огромный экран растянулся практически до самого пассажира. И да, передний пассажир получил собственную мультимедийную зону для развлечений. Чтобы вся эта цифровая красота работала быстро и без тормозов, внутри установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8295. Селектор коробки передач окончательно покинул центральный тоннель и переехал на рулевую колонку. Благодаря этому между водителем и пассажиром стало намного больше свободного пространства. Здесь разместили 2 площадки для беспроводной зарядки смартфонов и несколько вместительных ниш для всякой мелочи. Ну и руль теперь тоже полностью нового дизайна. Сиденья выглядят действительно дорого. Они обиты качественной искусственной кожей с красивой ромбовидной прострочкой. А для переднего пассажира предусмотрели так называемое королевское кресло с выдвижной атаманкой. Инженеры серьезно поработали над шумоизоляцией и акустикой. В базе 8 динамиков, а в более дорогих версиях их уже до 23, включая встроенные динамики прямо в подголовниках. По оснащению даже базовая версия получает активную подвеску, электропривод багажника, подогрев и вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль. Система удержания в полосе и экстренного торможения уже в доступной комплектации. Следующая версия добавляет динамики в подголовник водителя, переднее пассажирское кресло с выдвижной подставкой для ног, массаж, беспроводную зарядку. В предтопе уже появляется подогрев заднего ряда, ну а на вершине линейки находится самый дорогой Tiggo 9. Его главная фишка – продвинутый комплекс электронных помощников Falcon 500, который делает поездки еще комфортнее и безопаснее. Во всех бензиновых версиях Chery Tiggo 9, без исключений, независимо от комплектации, стоит один и тот же двигатель. Это 2-литровый турбомотор. Он выдает 261 лошадиную силу и 400 ньютон-метра крутящего момента. В 2 первых версиях двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом, и вся тяга уходит только на передние колеса. А вот если поднимаемся выше по комплектациям, картина меняется. Вместо робота здесь появляется 8-ступенчатый автомат Aisin. 3-я версия, кстати, тоже остается переднеприводной. А вот топовая комплектация – это уже про фирменный полный привод Snow Leopard. К стандартным режимам добавляются специальные внедорожные настройки. То есть автомобиль уже реально готов съехать с асфальта, если вдруг появится такое желание. Переднеприводная версия расходует примерно 7,7 литра на 100 километров. Полноприводная – около 8,7 литров. Бак у всех одинаковый – 65 литров. По динамике тоже все неплохо. Разгон до сотни от 8 до 8,5 секунд в зависимости от версии. Максималка. У переднего привода 205, у полного – примерно 200 км в час. Ну и вот такой получился Tiggo 9. Вроде бы знакомый, но по ощущениям уже совсем другой уровень. Он будто из разряда просто семейный кроссовер уверенно шагнул в зону, где уже начинают оглядываться на премиум. Да, это все еще не идеальный автомобиль, и к нему точно можно придираться, как минимум за упрощенные версии с передним приводом и некоторые компромиссы по архитектуре. Но давайте честно, за эти деньги список того, что он предлагает, выглядит очень убедительно. И это уже не тот сегмент, где можно просто сказать «ну, неплохо для Китая». Здесь уже приходится сравнивать, выбирать и спорить. А это, как ни крутите, главный признак того, что рынок реально поменялся. Так что интересно услышать ваше мнение. Это уже уровень, на который стоит переходить, или все-таки пока рано прощаться с привычными фаворитами? Благодарим, что досмотрели видео до конца. Ваше внимание – наша лучшая мотивация создавать еще больше интересных роликов про новые автомобили. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. Желаем вам парковаться с первого раза, обходить пробки, чтобы бензин был всегда подешевле, а дороги ровными, как на гоночном треке. Пусть каждая поездка дарит классные моменты и драйв на максимум. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых видео на канале.